Услышав этот гул в горах, бегите подальше от русел рек и узких проходов на возвышенности. Этот гул – предвестник нечто страшного и разрушительного. Это селевой поток, и перед его мощью не устоит ничто. Привет! Вы на канале «С миру по факту», а меня зовут Александр Гришин. И в этом выпуске вы увидите наиболее впечатляющие кадры селевого потока. Селевой поток представляет из себя смесь воды, грязи, камней и грунта. Нередко его называют грязевой поток. Концентрация твердых веществ, таких как камни и кусочки различного грунта, часто составляют половину от массы всего потока. Вторую половину составляет вода. Это очень опасное явление. Сель сносит все на своем пути, включая деревья и постройки, так как его масса очень велика. В 2015 году в Карачаево-Черкесии из-за сильных дождей произошел сход сели. На этом стоп-кадре вы можете наблюдать, как грязевой поток надвигался на район, а мужчина, что снимал, имеет по-настоящему железные нервы. Вы только посмотрите на этот ужас. Река грязи с кусками деревьев движется с невообразимой скоростью. Она даже машину унесла, а он стоит и спокойно снимает. На этом видео мы видим, как с гор сходит селевой поток и уничтожают дорогу, объединяющую Кыргызстан с Таджикистаном. Селевой поток может застать врасплох тех, кто проезжает по горным дорогам. Начавшись неожиданно, он просто отрезает путь. В таких случаях пытаться проскочить не стоит. Лучше сдать назад, подальше от потока, как сделал водитель на этом видео. Иначе последствия могут быть печальными. Эти страшные кадры из Лаоса. Там прорвало плотину, и водоем сошел с гор селевым потоком. Посмотрите, как легко он смывает деревья. Люди в панике разбегаются. Кто-то пытается уехать на машине. Буквально через несколько минут это место было затоплено. Несколько поселений ниже было попросту смыто. Но каким-то чудом жертв удалось избежать. Это случилось в полдень 29 января 2019 года в Брумандинью, штата Минас-Жейрас на юго-востоке Бразилии. В результате разрушения земляной дамбы железорудной шахты огромное количество токсичной грязи в объеме 12 миллионов кубометров ринулось вниз по склону и ниже лежащей долине реки Каза-Бранка, разрушив все на своем пути и покрыв слоем высотой до 15 метров всю территорию шахты. Если считать погибшими не только тех, чьи тела были найдены, но и пропавших без вести, этот грязевой сель унес жизни не менее 332 человек. Широкий поток ядовитой грязи растянулся более чем на 8 километров, надолго отравив эту местность. Более того, он достиг достаточно крупной реки Параобепа, вызвав ее токсичное загрязнение, о котором еще долго будут помнить районы, расположенные ниже по ее течению, в которых проживает 1,3 миллиона человек. Интересные кадры сняли очевидцы в Швейцарии. Довольно мощный селевой поток накрыл городок Шамазон, расположенный в горах. На кадрах видно, как грязь при ударе о конструкцию моста взмывает в воздух на уровень 3-го этажа. Информация о пострадавших не поступала. Известно, что поток повредил несколько машин и заборов.
А это видео того же потока, но снято уже другими очевидцами. Селевые потоки возникают в горных районах, как правило, из-за обильных и продолжительных дождей, когда вода заполняет пустоты, впадины и трещины на склонах, и те, не выдержав давления воды, обрушиваются вниз селевым потоком. Реже из-за деятельности человека или вулканической активности, и, как правило, именно такие потоки являются самыми разрушительными. Есть несколько разновидностей селевых потоков. Самым страшным из них считается Лохар. Это грязевой поток, образованный вследствие извержения вулкана. Вулкан растапливает ледники, и они стекают вниз по склону селевым потоком. Так, в 1985 году в Колумбии Лохаром был полностью уничтожен город Армера. 13 ноября 1985 года начал извергаться вулкан Невада-дель-Руис. Извержение было не сильным, и он не причинил ущерба жителям. Однако его перикластические потоки растопили ледники на вершине, и со склона двинулись вниз 4 крупных Лохара. Через некоторое время они достигли города Армера и полностью его уничтожили. Из 29 тысяч жителей Лохар погубил 20 тысяч. Пострадали также и другие города. Например, в городе Чинчин погибло около 2000 человек. Таким образом, Лохары вулкана Невада-дель-Руис погубили около 25 тысяч жителей. Ну а на этом все, друзья. Надеюсь, вам было интересно и вы поддержите мой труд лайком или репостом. Поддержка сейчас моему каналу необходима. Вы, наверное, заметили, что последние несколько месяцев ролики с трудом набирают даже 10 тысяч просмотров. И это при 2 миллионах подписчиков. Связано это с тем, что YouTube меняет алгоритмы, и мой канал по каким-то причинам перестал попадать в рекомендации. Друзья, у меня есть целая серия роликов про природные катаклизмы. Ссылку на плейлист вы видите на своем экране. Обязательно посмотрите, там интересно. Но я прощаюсь с вами ненадолго. До новых встреч, друзья. Пока!